Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная серия про гоночный болид на базе двигателя Yamaha R1. Основной концепт в том, что сверхлегкий двигатель вместе с коробкой будет устанавливаться на сверхлегкое шасси, которое я изготовлю сам. Двигатель у меня почти новый, у него всего лишь 5000 пробега, движок 2014 года от Yamaha R1, 185 лошадей в стоке, но мы еще повысим немножко эти показатели. Может показаться, что процесс идет очень медленно, но, друзья, у нас уже есть где-то 180 килограмм болида. Двигатель 85 килограмм с проводкой, с мозгами и колесные узлы вместе с самими колесами и шрусы можно еще сюда докинуть. Все это весит уже 185 примерных килограмм. Так что вопрос по-прежнему стоит ребром, сколько же будет общая масса болида. Придется еще добавить дополнительного веса в виде монокока, в виде аэродинамики какой-никакой. Ну вообще, хотя сначала я не собираюсь ее добавлять, все ради минимизации веса. Также изготовить рычаги, подобрать упругие элементы в виде пружин и амортизаторов. Ну а также стабилизаторов поперечной устойчивости. Для того, чтобы рама болида не улетела по массе в космос, я решил делать ее из карбона. То есть будет все-таки не рама, друзья, а будет монокок. Пару месяцев назад затарился каким-то чудом и купил вот это великолепие. Здесь 9 килограмм сухого карбона. А также взял 3,5 килограмма отличнейшей смолы. С помощью этой смолы я собирал своего коршуна, друзья. Кто следил за проектом Коршун, был у меня такой самолет, видели, сколько раз он в ветки залетал. И в принципе он чуть ли не срубает деревья. Это специальная эпоксидная смола. Вот смотрите, как она называется. Потому что очень часто спрашивают меня в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на Телеграм, друзья, оставлю ссылочку в описании. Там просто нереальная движуха у меня. Это высокопрочная, друзья, универсальная классная смола. Очень приятно работать, очень высокая прочность, очень хорошо затвердевает. Не образуется клейкой поверхности. Тот, кто работает с эпоксидками, знает, о чем я говорю. Ну и бумажку я специально не выкинул, ребята. Вы не думайте, что это реклама, просто я там покупаю, а люди постоянно спрашивают, где. Рекламы по-прежнему нет у меня на канале, живу уже на донаты, ребята, представляете? То есть вот это еще не все. Естественно, дозаказал я огромное количество эпоксидки. Приличную сумму, кстати, надонатили, ребята, это просто шок какой-то. Также заказал еще карбона, но правда более тонкого, и он выходит гораздо дороже. Такой интересный прикол с этими тканями, что чем она тоньше, тем она выходит сильно дороже. Я не могу понять, то ли их так сложно плести, то ли в чем здесь секрет. Углеродное волокно используется одинаковое, но вот это, например, сплетена из толстых нитей и имеет 600 грамм на метр квадратный. А бывает точно такая же ткань, только сплетена с более тонких нитей, и у нее 200 грамм на квадратный метр, а стоит она столько же. А, например, 100 грамм на квадратный метр другого плетения может еще дороже стоить. Я как-то покупал ювелирный карбон для одного из моих самолетов и пытался добиться минимального веса. Так вот, эта ткань сейчас стоит 15 тысяч квадратный метр, друзья. Ну, раньше она 10 тысяч стоила. Вот представьте, как невыгодно с такого карбона делать. И как выгодно вот с такого, где 600 грамм карбона стоит всего около 4000 рублей. Ну, цены все время меняются, поэтому тут уже не скажешь, сколько прямо сейчас он стоит. Заказал много чего на донатные деньги, ждем, ребята. Ну а сейчас давайте рассмотрим то, что есть. Руль вы этот видели уже, руль карбоновый с непонятными накладками, но они обтянуты алькантарой, что очень приятно и хорошо. На руль, как вы можете заметить, становится приборка. Ну, может быть, будет место на самом болиде для нее. Лучше, конечно, где-то на кузове поставить. Хотя и на руле неплохо. Руль он не будет 10 оборотов делать. Руль будет поворачиваться примерно вот так. И все. Больше никак. Облегчил уже расцепное устройство. Вот, смотрите, какое оно красивое. Правда, сильно облегчить не удалось. Всего лишь на 100 грамм уменьшился вес. С 450 до 350. Ну, хотя бы так. Надо малейшую возможность по облегчению использовать. Особенно в верхней части болида. Сами понимаете, чтобы не повышать центр тяжести. Ну, в общем, смотрите, как оно. Что скажете по этому поводу? Сильно облегчил или нет?
Или можно было еще? Но это одна деталь. Обточена и внутри, и снаружи. Эта деталь обточена тоже. Оставлен всего лишь миллиметр из 4. Ну и вот здесь можно заметить, есть такие характерные пропилы. Я считаю, все это был лишний вес и взял, да и облегчил. Приборка подключается на одну клемму. Ну, в общем целом, я думаю, проводок будет болтаться, если так не сильно, то ничего не перетрется, все будет работать по идее. Ну, опять же, это такой временный вариант, посмотреть, что как. Хотелось бы, чтобы здесь было больше места под кнопки, потому что хочу сделать кнопочное переключение передач вверх-вниз. То есть, в принципе, никакой палки у меня в машине переключалки быть не должно. Будет переключение а-ля как на Формуле 1. Ну, если все отлично получится. Далее, ребята, начинается прямо откровенная дичь. В общем, хотел поставить амортизаторы от мотоцикла, но они оказались слишком конские, во-первых, огромные. Во-вторых, слишком уж они мощные. Все это потому, что на мотоцикле, вот смотрите, здесь ход амортизатора 50 мм примерно. А ход самого колеса получается раза в 2-2,5 больше. Если бы здесь было 100 мм, то есть 100 мм ход на мотоцикле колеса и 100 мм здесь, то пружина была бы примерно в 2 раза слабее, и все бы это можно было поставить на болид. Потому что у машинки будет короткоходная подвеска. И там оно 1 к 1 получается соотношение. Можно, конечно, рокерами это все дело поправить, но тогда здесь ход амортизатора будет маленький. То есть если я сделаю на машинке 50 мм ход подвески, а здесь я сбалансирую и сделаю 20 мм, то амортизатор он практически не будет работать, потому что он будет, особенно на маленьких кочках, он практически не будет двигаться. Понимаете, в чем дело? Поэтому надо ставить либо более слабый мотоамортизатор. Вот что мне нравится, здесь много регулировок. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Пружину можно немножко отрегулировать. Ну, в общем-то, пружину можно поменять, если уж на то пошло, на более слабенькую. Но, с другой стороны, все равно амортизатор огромный, конский, тяжелый, по-моему, 2,5 килограмма он весит. И я вот что-то так задумал, вообще нереальную дичь какую-то, друзья. Смотрите, что есть на китайском рынке. Это велосипедный амортизатор. Я, правда, не пойму, как он работает. Я надеялся, что здесь будет больше регулировок. И вы только посмотрите, какая разница в размерах. У меня там все как-то очень компактно получается. И такие амортизаторы, они уже в заднюю часть, скажем так, становятся. Можно их расположить, но не очень хорошо, не очень приятно. Так что огромный у меня к вам вопрос. Что вы по этому поводу думаете? Ну и естественно у меня возникает мега вопрос к вам, к аудитории. Что вы обо всем этом думаете? Сталкивались ли вы когда-либо с такими амортизаторами? Как их правильно настраивать? Потому что здесь есть 2 штуцера для подачи воздуха, для накачки. Я еще, честно говоря, не разбирался, как это работает. Здесь есть вот такой крантик. Он делает, что либо на сжатие легко амортизатор сдавливается, либо на растяжение. Ну а вот этим вентилем можно регулировать, опять же, жесткость отбоя, либо сжатие. Весь воздух я из него спустил, потому что тогда его нереально сжать, ничего нереально сделать. Надо опять, наверное, делать какой-то стенд для проверки этого девайса, ребята. Могу вам немножко в ручном режиме продемонстрировать, что он может. Вот, сейчас я все расслабил, и его даже реально сжать руками. Видите? Обратно он так выходит не спеша. Но если наболтать, то сжал-то я его сжал, но выходит, смотрите как, крайне медленно. Нужно создавать воздушный подпор, потому что воздух здесь вместо пружины, и он тогда будет, естественно, нормально выходить. Но вот вы только представьте, какое здесь усилие. Вот я тяну, не тяну, все равно ничего не влияет. Честно говоря, ну очень стрёмно вот это заменять вот этим. То, что он справится, я не сомневаюсь, но что-то как-то слишком мало регулировок здесь. Кстати, амы, они не такие уж и дешевые. Я их покупал по 8500 рублей. Сейчас они около десятки уже стоят.
Вот как-то так, какие-то такие приколы. И еще из дичи, друзья, хочется попробовать поставить станочный карданчик на рулевое управление. Этот я заказал слишком маленький, этот точно не пойдет. Но зато он алюминиевый и весит очень мало. И каким-то образом его можно попробовать внедрить в рулевое управление. Только заказать более крупный. Смотрите, карданчик здесь абсолютно нормальный. Люфт. Есть небольшой люфт. То есть, видите, приходится постоянно обо всем думать, все заказывать, некоторое по нескольку раз. То есть этот я заказал для пробы, просто чтобы посмотреть, как он выглядит. Меня заманило, что он алюминиевый. Ну, еще есть вот такой вариант авиационных карданчиков. Это были привода для какого-то узла. И вот смотрите, собранный карданный узел выглядит так. Он с пыльником, внутри там много масла, все шевелится, все работает. А вот я разобрал, чтобы посмотреть на устройство. Честно говоря, дальше разобрать не получается. Возможно, надо наружную вот эту обесчайку спрессовывать каким-то образом, чтобы хотя бы посмотреть, как оно там выглядит. Может, там подшипники игольчатые есть, потому что ходит оно довольно-таки плавно. Люфта практически не имеет. И я думаю, что люфт этот увеличиваться уж точно не будет. Так что вот интересны ваши мысли по этому поводу, можно ли использовать авиационные карданчики в гоночном болиде. Весит оно немало, оно не алюминиевое, но оно сделано из хромансиля. В общем-то, его можно даже подоблегчить немножко. Тут есть авиационного качества шлицы. О, довольно-таки длинные, кстати. То есть, чем соединять есть. А люфта вот здесь практически не ощущается. Хорошая вещь, не зря в свое время покупал. Как-то на авиационном форуме греб все подряд, друзья. И теперь у меня много чего есть такого интересненького. В прошлом видео я заикался, что буду делать карбоновые рычаги. А вот пришла как раз таки основа под это дело. За основу будут взяты готовые фабричные карбоновые трубки. Блин, она вообще ничего не весит. 18 на 20 миллиметров. Буду делать по спецтехнологии после того, как отфрезерую наконечники. То есть спецтехнология будет заключаться в том, что я еще сверху буду наматывать карбон. И прочность давать будет как эта трубка, как и тот свеженамотанный карбон. Тот более будет служить, чтобы держались наконечники для скрепления намертво все во единую конструкцию. Трубок взято на все рычаги 16 штук. 50 грамм каждая трубочка весит. Ну, то есть как основа годится. Две трубки на рычаг получается. И мы всего лишь 100-граммовую основу имеем. Таким вот образом я облегчаю для себя жизнь. То есть можно было сделать и по другой технологии, самому это все наматывать. Ну так будет быстрее просто. Но так как я подобного рода аппараты делаю первый раз, естественно будут ошибки. Короче, не смог отказать себе в удовольствии, взял задний стопак. Ну что, довольно-таки прикольно выглядит. Продают их массово, как будто бы все делают Формулы-1. Один режим, второй режим. Вот этот более прикольный. Ну и третий режим. Моргает, моргает, потом загорается полностью. Да, прикольная штуковина, годится. Процесс идет не быстро, не только лишь из-за моделирования. Приходится дорабатывать всякие мелочи. Разобрал дифференциал и разобрал тормозной диск. Один из дисков у меня не облегчен. То есть они у меня разные по факту получаются. Надо добавить титановые болты, обточить немножко сам диск, убрать уступы. И рассверлить алюминиевую сердцевину. Болтики уже заготовлены, шайбы заготовлены. Ну а по дифференциалу надо доработать подшипники. Вот смотрите, решил установить кольца стопорные. Но кольца слишком гигантские. Они какие-то камазовские, 4-миллиметровой толщины. Мне их каким-то образом надо сошлифовать. Ну я так думаю, где-то до 1,5 миллиметров. И тогда можно будет сделать проточки и установить. Это те, что побольше 4 мм, а те, что поменьше, те, что внутрь. Они, в общем-то, довольно-таки неплохие, но их тоже надо бы сошлифовать. Не знаю, ребята, есть ли у кого шлифовальный станок в городе Ростов-на-Дону? Потому что, ну, это какая-то прям проблема проблем.
Может, кто-то возьмется за работу, у меня просто нечем сделать эту работу. На токарке ж я не буду такие кольца обтачивать. Просто если не заниматься мелочами, то есть от слова совсем, их накопится потом столько, что можно будет полгода разгребать. Я бы не хотел бы, и поэтому вот все время я к ним пристраиваюсь как-то так сбоку немножко и доделываю. В телеге недавно обсуждали возможность установки авиационных ШСов вот такого плана на 14. Да, они немножечко разболтанные тут уже, потому что не новые, но все равно годятся. Они очень легкие, друзья. Ну и, соответственно, они авиационные, на верхний рычаг пойдут. На нижний я буду делать закладную вот с таким шариком. Но вот недавно до меня наконец-таки доехали те ШСы, на которые я возлагал просто огромные надежды. Я вам могу смело заявить, что надежды все-таки оправдались. Эти ШСы, они вот реально в 5 раз дороже, чем те китайские, которые я вам недавно показывал. И они, смотрите, без всякой закладной. То есть, видите, просто шар, и он здесь держится. Никуда он отсюда уже не денется. Они еще мало того оказались какие-то мега каленые. Сталюка здесь как стекло чуть ли не режет бутылку. Ну и соответственно есть поменьше, есть побольше. Вот это 16-й, а это 14-й. Шарик сидит очень плотно. Я всерьез подумаю об их установке. Но надо, наверное, будет их все-таки у Койота проверить. На прочность, на вшивость, как они будут себя вести. Значит, изготавливают их из какой-то особенной стали, скорее всего, потому что при такой закалке обычная сталь уже будет очень хрупкая. А эта же должна выдерживать нагрузки, в том числе и достаточно ударные. Вот изготавливается следующим образом, друзья. Делается полость вот там внутри, под шар, очень точная. Точные там верхние бурты. А потом вставляется шар в эту выемку и заливается компаундом все. И все. Оно уже невынимаемое. Но вот здесь, в этих местах, оно держится. Нет никаких закладных. В отличие от того же авиационного, видите, он на каких-то точках здесь держится. И если бы была такая осевая нагрузка на изгиб, которая могла бы выдавить вот так шар вместе со своим же и шаровым этим подшипником. И здесь система, кстати, такая же, вынимание шара. Он здесь просто берет и вынимается. Но когда мы его вставляем и проворачиваем под углом, то он уже стоит там мертво. Вынимается он из-за вот этих лысок. Взял сразу целую партию из 8 штук. Обошлись они мне, по-моему, около 12 или 14 тысяч рублей. Это я пока что борюсь с ШСами, которые крепятся на колесах. Которые рычаги крепятся к кузову, там будут маленькие ШСы на 12 или на 10 стоять. И вот всерьез уже подумываю, чтобы такие туда поставить. Так что, скорее всего, придется затариваться. У меня уже этих ШСов, наверное, ребята, около сотни всяких разных. Накупил капитально. Начинал, естественно, с самых дешевых, потом ставку делал на нержавеющие. Нержавеющие оказались очень мягкие. А самые дешевые, в принципе, более-менее годные, как показали испытания. Но в итоге хочется поставить уже крутые, серьезные. Либо авиационные, либо такие вот тоже настоящие. Без выниманто шара, так сказать. Закладных такого плана тоже целый мульон поназаказывал. На них буду делать самые прочные соединения. То есть там, где будет изгиб, чтобы ничего не изогнуло. Вот этот, кстати, выдерживает довольно-таки серьезную нагрузку. Шар не разбирается. То есть его принцип изготовления: сначала вставляют шар, а потом прессом с двух сторон расплющивают железяку. И внутри он уже сидит мертво. Бывают другие принципы, ребята. Вы не представляете, сколько много вариантов вот этих всяких разных шаров. Вы себе даже не представляете, их просто миллион. Ну что ж, друзья, вернемся к нашим баранам, так сказать, к нашей 3D-модели. Вы же хотели, чтобы я наконец-таки занялся этим делом. Ну вот, занялся. Идет 2-я неделя, а я вместо того, чтобы делать детали, занимаюсь 3D-моделью. Все тут переделываю, перестраиваю. Недавно захотелось мне рычаги удлинить. То есть я пришел к выводу, что болид, он как-то узковат у меня, 1600 миллиметров был при виде спереди. То есть не колея, а именно от края колеса до края колеса.
И решил увеличить этот показатель до 1700 мм. В итоге пришлось все соединения переделывать заново. Пришлось удлинять рычаги, то есть пришлось их удалять и делать заново. Потом заново восстанавливать соединения. Некоторые я так и не восстановил, вот на рулевые тяги. Видите, насколько пришлось удлинить. Вот это 50 мм. Надо их теперь удлинить и сделать заново соединение. Постепенно пытаюсь сделать дизайн и делать компоновку деталей. Это тоже очень сложно. Дизайн дело непростое, друзья, уверяю вас. У меня уже 3 итерации кузова и ни одной я не доволен. Но все внутри помещается, все компоненты. Но визуально пока что так себе. Не знаю когда, но рано или поздно все-таки начнется шок-контент на канале. Потому что не знаю когда, но рано или поздно я начну делать монокок. А монокок я решил делать с чего? Ну, все правильно, из карбона, друзья. Вот видите, эта часть задняя, она уже как бы о чем-то говорит. Делать его собрался именно для жесткости. То есть дизайн туда вкладывать не буду. Ну, может быть, только носовая часть, она будет отражать некий дизайн болида. Например, вот, видите как. Это первый вариант кузова. Вон там внутри седлушечка. Внутри движок располагается аккуратненько. Но дизайн задней части мне не очень нравится. Вот он там движок внутри. И естественно я переделывал. То есть чуть далее покажу второй вариант кузова. Но почему же я решил полностью весь дизайн не делать жестким, не делать силовым? Хочется сделать именно монокок, чтобы он был как можно меньше, чтобы к нему все крепилось. Колеса, двигатель, седлушка и прочие вещи. А сверху уже делать дизайнерскую потом нахлобучку. Ну, естественно, носик желательно сразу сделать такой, как надо. Поэтому нужно обязательно задизайнить все это дело предварительно. Ну, а потом уже делать пол. Пол будет с диффузорами. И делать верхнюю нахлобучку на заднюю часть. Опять же, нельзя все сделать неразборным, ибо надо вставлять двигатель. Надо каким-то образом прикручивать амортизаторы. Ну, вы сами понимаете, как это все работает. Работает это все непросто. И видите, видно, что торчит шпангоут. Он здесь торчит не просто так, потому что я все время по-разному дизайню, и все это дело надо по-разному все время передизайнивать. Понимаете, каждую деталь надо заново подгонять. Ну, естественно, конечно, да, 3D-моделирование помогает. Очень хорошо помогает сделать детали. Например, я буду на хас кое-какие фуськи отдавать. Сейчас я вам их покажу. Я их уже начал моделить. Это уже именно детали рычагов. Видите? Сюда будут вживляться карбоновые трубки. Ну а туда будет подшипник вставляться. А здесь ухо крепления амортизатора. То есть процесс идет. На моделинг первой такой штуки у меня ушло примерно 5 часов. Вторую где-то часа за 3 сделал. Ну, а вот эту, это была где-то третья, сделал за 1 час. Еще 2 варианта, потому что вот здесь один вариант получается, здесь получается другой вариант. Тут я еще уши никакие не делал под амортизатор. Это как бы такая общая схема получается. А уже рычаги я моделирую отдельно. Отдельно буду делать вот эти шпангоуты, когда определюсь с дизайном, потому что верхушка будет определенного сечения. Где-то должны быть уши крепления амортизаторов. Надо определиться обязательно с длиной амортизаторов. Кстати, ребята, подписывайтесь на телеграм-канал. Чем вас будет больше, тем мы быстрее сможем все обсудить и больше будет всяких разных полезных советов от вас, потому что недавно мы вот обсуждали пневматические амортизаторы. То есть, может быть, сюда стоит поставить амортизаторы без пружин. Представьте себе, какую дичь можно исполнить. Ну, в общем, мы долго думали, но все-таки не пришли мы к общему мнению, что лучше поставить. То ли с пружинами, потому что они более неприхотливые, на долгий срок службы рассчитаны, либо пневматические. Но на пружинах очень трудно подобрать само усилие, а пневматический можно накачивать, делать как угодно. У меня получается клиренс у болида 3 сантиметра, вот здесь где-то будет. Здесь пока что размер немножко больше, где-то 6 сантиметров, но будет же еще монокок и будет пол. Пол будет также защищать поддон двигателя. Будет защищать вот это место сидячее. Ну и уменьшит высоту от асфальта. Где-то 3 сантиметра. 3-4 сантиметра должно быть. То есть ходы подвески у меня вверх
около 4 сантиметров, ну а на вывешивание около 2. Всего весь ход подвески будет около 6 сантиметров. Так, ну давайте посмотрим кузов и посмотрим, как выглядит болид с другими колесами. И надо поменять перспективу, потому что для конструкторских разработок перспектива нужна именно такая. То есть, видите, рычаги все параллельно у меня здесь стоят. Я могу оценивать, что напротив чего, друг напротив чего находится. А если я вид с камеры поменяю на такой, который, как вы можете заметить, более привычный глазу, то у меня глазу-то хорошо, но так ничего не понятно, что происходит, видите? Ни так не поймешь. Вот для того-то и нужен тот режим. Как-то подписчик очень сокрушался один. Почему все ставят тот режим? То есть, что равномерно все показывается, все одной длины. И то, что спереди, и то, что сзади. Да вот как раз таки для этого этот режим и ставится. Чтобы можно было делать конструкторски модель, а не только лишь визуально. Давайте попробуем поставить другие шины. То есть сейчас стоят шины Простор. Спереди они поменьше, сзади побольше. Также и диски разной ширины. Но мы сейчас поставим шины Якохама. Вот так. Как вы можете заметить, они сильно больше, они сильно тяжелее. Немножко не для этой машинки они. Они могут просто огромные нагрузки выдерживать. Наверное, и 1,5-тонную, и 2-тонную тачку могут тягать. У меня же будет легенькая, и мне надо шины полегче от Формулы Студент. Но не смог я их купить, друзья, хотя пытался. То есть не хотят уже их продавать, потому что, так сказать, дефицита все боятся. Так, этот кузов мы видели. Смотрим следующий. Вот смотрите. Здесь я дырку не вырезал под сиденье, но можно себе это представить, как могло бы выглядеть. Вот, уже более похоже на Формулу-1. Оно бы еще сильнее было похоже, если бы были воздухозаборники. И еще сильнее было бы похоже со спойлерами и с полом, с диффузором. Ну а так, вот оно какое. Такой монокок очень просто было бы сделать. И надо в принципе к чему-то такому и стремиться. Здесь опять же сзади не очень все красиво. Не нравится мне как выглядит сзади на данный момент. Ну это сложности моделирования. Пока еще скилл по моделированию таких сложных вещей я не набрал просто-напросто. Ну и вот третий вариант. Здесь у меня носик очень страшный. Не обращайте внимания, я его тупо так приблизительно обрезал. Вот, ну просто чтобы прикинуть визуально. Я потом заново все равно буду этот кузов делать. Но вот сзади, смотрите, уже как-то более-менее что-то вырисовывается. Решил сделать такой карман, получается, снизу. Под рычаги, под тяги. И все уже более-менее аэродинамичное получается. Для того, чтобы оценить, сколько здесь всего понамалевано, можно сделать такой вот вид интересный. И можно оценить, сколько тут проделано работы, так сказать. Эту каждую линию фактически пришлось нарисовать. Ну, кроме ШСов. ШСы я копировал, естественно. Ну, а так вот обратите внимание, что получается. Но фактически геометрия рычагов уже готова. Из сложного осталось геометрию толкателей, амортизаторов и рокеров на амортизаторы продумать, поместить внутри кузова, корпуса, монокока. И тогда уже можно делать шпангоуты и заниматься самим монококом. Ладно, ребята, надо продолжать моделировать. Хочу подготовить детали, чтобы точить их на 5-координатном станке. Ну и также подготовить 3D модели, чтобы делать закладные вот в этих местах. То есть здесь тоже будут алюминиевые закладные, которые я смогу выточить на токарном станке, потому что они будут кругленькие. И будет грандиозная токарка на канале, ибо их получается 14 штучек надо сделать, а то и больше, потому что еще будут тяги на амортизаторы и будут рулевые тяги. Там тоже все будет, скорее всего, карбоновое. Короче, вот как-то так, друзья, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Подписывайтесь также на телеграм-канал, там очень интересно. Ссылочки оставлю в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Все, всем пока, ребята, до новых встреч, ждем новых видео.